Всем привет! Я прилетела в любимую Турцию! Я здесь так давно живу и ни разу не была в Анталии. Покажу вам этот город, погуляю, поделюсь первыми впечатлениями и расскажу, какая здесь обстановка. Погнали! Я прилетела в Анталию из Таиланда с пересадкой в Стамбуле. На границе, как и всегда, вопросов не задавали. Все прошло легко. Первым делом я отправилась гулять в старый город. Район Калеичи – это исторический центр Анталии. Слово «кале» переводится как «крепость», а «ичи» на турецком означает «внутри». Раньше эту территорию окружали крепостные стены, остатки которых можно увидеть и сегодня. Сейчас многие традиционные турецкие дома в Калеичи переделаны в отели, рестораны и магазины. Но атмосфера старого города и особый уют никуда не пропали. А яркий турецкий базар делает ее еще волшебнее. В старом городе я сразу заметила, что туристы в Анталии есть. Сейчас не сезон и нестабильная ситуация в мире, но русская речь все равно слышна отовсюду. А торговцы по-прежнему искренне нам рады. This I want to show you and want you to taste. It's almost about 15 kind of herbs inside. If you want, I show you now after you taste what we put inside. It's very good for health, for cold, for flu. It's open all this area. Taste it, and I promise you, you're gonna like it. It tastes good, and at the same time, it's healthy. Try this one, and be brave. Smell. Yeah, it's open all this area. It's good from here till your toes. So where from? From Russia. Russia. How it tastes? Wow. Yeah, it's open all this area. It's open everything. Сейчас многие из нас переживают, что отношение к русским туристам изменится. Не спорю, возможно, мы столкнемся с неприветливыми взглядами в других странах, но точно не в Турции. Местные все прекрасно понимают, и нам рады от всей души. В Турции нас всегда ждут. В целом ситуация тут спокойная. Конечно, сейчас всем тревожно и больно, но воздух не искрит от напряжения. А сейчас я покажу вам, где остановилась. Этот апарт-отель называется Saris Youth Downtown. Я приехала в Анталию на 10 дней и проведу их здесь. На первое время я решила остановиться в апарт-отеле. Вы всегда просите показать мое жилье, поэтому я сделаю быстренький обзор. У меня апартаменты с одной спальней, и это основная комната, гостиная. Здесь телевизор, напротив диван. Есть кондиционер, летом он будет охлаждать, а сейчас нам нужно, чтобы было тепло, потому что в марте в Турции холодно, и он поддерживает очень комфортную температуру. Гостиная совмещена с кухней, здесь и холодильник, и плита, то есть можно готовить, здесь есть кастрюли, сковородки, в общем, все, что нужно, именно поэтому я выбрала апарт-отель. Здесь даже масло, соль, сахар, в общем, все, чтобы было удобно на первое время. Отсюда мы попадаем в ванную комнату. Мне нравится, что она очень чистая, это самое важное. Здесь душевая кабина и есть стиральная машина. Дальше идем в спальню. Тут у нас большущая кровать и шкаф. И еще один кондиционер. Вид у меня во двор. Здесь очень спокойно, тихо, никто не мешает. Двор я сейчас вам тоже покажу. Апарт-отель – это что-то среднее между обычным жилым комплексом и отелем. Тут есть ресепшн, но апартаменты полностью приватные. Мне понравился внутренний двор с бесплатным мангалом и беседками. А еще тут живут ласковые котики и смешная утка. Информацию об отеле оставлю в описании под видео. Вдруг вам пригодится. А теперь мы с вами погуляем по улицам Анталии. Сейчас начало весны. Погода на курортах Средиземного моря в Турции уже приятная, хотя немного капризная. С утра может быть +5 и дождь, а в середине дня уже 17 и солнце.
куртка уже не нужна, но без толстовок и кофт никак. В Турции сняли почти все ковидные ограничения. Маски носят только в некоторых помещениях и в транспорте. Рестораны и отели работают в полную силу. Пока не открылись только сезонные заведения. Общая атмосфера, как и всегда, расслабленная. Турки стараются никогда не унывать. Местная валюта в этом году сильно пошатнулась, поэтому цены в Турции выросли. Но даже по сегодняшнему курсу они не кажутся очень высокими. Например, за этот обед я отдала 40 лир. Весной уже особенно комфортно осматривать достопримечательности и просто гулять по городу. Уже можно сидеть на летних террасах в кафе и не замерзать, отдыхать на лавочках и гладить котиков. В Анталии почти всегда светит солнце, а вода в море даже теплее воздуха, плюс 17. Я видела, что некоторые люди даже купаются. Анталия – город курортный, поэтому даже в прохладные дни на пляже есть люди. Сейчас тут больше местных, но туристов я тоже видела. Анталия – это большой город, но если удачно поселиться, то самые интересные места можно осмотреть даже пешком. Я сходила на пляж, погуляла в парке и по набережной, обошла старый город. А в 15 минутах ходьбы от отеля нашла чудесный бесплатный музей под открытым небом – Дакума парк. В описании под видео пропишу вам его название. Обязательно здесь побывайте. В парке представлены самые важные достопримечательности Турции в миниатюрах. Я гуляла тут больше часа. Это очень интересно. А еще в Анталии очень вкусно. На каждом шагу что-то предлагают. Вот, например, отличное кафе с моими любимыми турецкими сладостями. Мне очень нравится в Анталии. Это такой красивый, уютный город. Здесь есть и все, что есть в большом городе, и такой уют старого города, узкие улочки, рыночки и вот такие уютные кафешки, где продают традиционные сладости. Я вам советую обязательно побывать в Анталии, если вы здесь еще не были. Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте мне лайк. Впереди еще много интересных выпусков из Турции и не только. Пока!